Всем привет! Сегодня у нас на повестке дня профилактика робота-пылесоса Philips. Имеем в наличии вот такой замечательный пылесос Philips, который у нас работает уже 2,5 года. Так как у Philips есть международная двухгодовая гарантия на всю продукцию, а раньше 2 лет пылесос скрывать я не рискнул. Полгода назад, когда кончилась гарантия, я его вскрыл, посмотрел, в каком состоянии у него находится пластиковый редуктор на одной ноге и на второй. Ну и так как у меня не было вот такой вот замечательной смазки, которую заказывал на AliExpress, она предназначена для принтеров Hewlett, Canon и прочих, то есть это для смазки шестеренок в принтерах. Вообще не было уверенности, что эта штука до меня когда-нибудь доедет, поэтому я просто взял обычную жидкую силиконовую смазку, и весь механизм ей смазал. То есть заодно мы сегодня посмотрим, как себя через полгода показала силиконовая смазка. Что хочу сказать о заводской смазке. Либо ее там не было вообще, либо она подсохла, потому что никаких жирных следов я там просто не обнаружил. Но с другой стороны, я там не обнаружил и износа. То есть в районе металлических частей, куда они упираются, то есть это оси, я обнаружил некоторые, как сказать, металлические следы небольшого износа. И все. То есть надо отдать Philips'у должное. 2 года это может точно работать без смазки. Смазывать ли дальше, что-то с ним делать, это уже по желанию хозяев. Давайте приступим. То есть для начала вынимаем контейнер, переворачиваем. Дальше нам нужно отстегнуть щетки, они отстегиваются, как вы, наверное, уже знаете, простым движением руки. Одну, вторую. Все, теперь наша задача открутить вот эти накладки. Вот здесь все подпружиненное. Дальше у нас освободится весь вот этот механизм. Он на нескольких винтах. Мы открутим винты и попадем внутрь, где как раз весь этот пластиковый редуктор у нас и находится. Давайте начнем. Раз. Два. И 3. Все, теперь нам надо эту накладку отсюда вытащить. Так, сейчас докрутим винт. У нас не отошел. Все, вытаскиваем, значит, накладку. На ней датчик на проводах, поэтому мы его просто оставляем здесь висеть. Дальше он нам не нужен. Что мы здесь видим. Значит, мы видим пыль, которую мы убираем. Вот такой вот у нас здесь электромотор. Соответственно, пружина, которая пружинит ногу. Электромотор я не отстегиваю, я делаю это все прямо в таком подвешенном состоянии. У нас 3 винта. Сейчас я их откручу, и мы посмотрим, что у нас внутри. Так, винты изъяты. Давайте откроем крышку и посмотрим. Здесь даже видно небольшой подтек силиконовой смазки. Вот что мы здесь видим. Все в смазке.
Сейчас мы все это разложим на впитывающую бумагу, на салфетку. Все протрем и будем наносить смазку. Вот это все у нас осталось внутри. Все, сейчас снимаем шестеренки, все протираем, наносим смазку и будем собирать обратно. Также хотел обратить ваше внимание на то, что вот здесь на самом валу, то есть это вал колеса, здесь скапливается очень много намотанных волос. Наверное, их видно. Поэтому я рекомендую откручивать колесо, снимать оттуда все волосы и прикручивать обратно. Сейчас я колесо сниму и это дело продемонстрирую. Вот он винт, который прикручивает колесо к валу. Снимаем колесо и смотрим, что у нас там накопилось за полгода. Вот, пожалуйста, вот такой вот комок волос. Вот мы его снимаем. Выбрасываем. Теперь у нас освободился вал со своей шестерней. Вот мы его сейчас тоже протрем. Затем смажем, пока у нас доступен в таком положении. Вдавим обратно, прикрутим колесо, смажем вот эти штуки и соберем конструкцию обратно. Я хотел обратить внимание, вот когда я вынул вал колеса, здесь мы видим, что у нас установлен подшипник. Вот, подшипник закрытый, то есть его смазать, как-то профилактировать мы не сможем, поэтому все оставляем как есть. Вал я протер. Все, сейчас вал я вставлю обратно. Промажу его, вставлю обратно. И будем потихоньку собирать. Вот так вот обильно все смазали. Теперь, значит, утапливаем вал, как он был. Вот, теперь на него надеваем колесо. Одной рукой неудобно, поэтому сейчас я положу камеру, одену колесо, прикрутим и будем смазывать вот эти шестерни. Вот так вот все промазал. То есть торцы, куда у нас упираются металлические оси, тоже смазал. Сами оси смазал. Торец, куда у нас ось основного вала упирается, тоже смазал. Шестеренки, все, смазка в избытке. Все, теперь захлапываем всю эту конструкцию и начинаем закручивать. Таким вот образом. Все у нас захлопнулось по всему периметру. Теперь берем наши саморезы. Все, сейчас мы их закрутим. Ногу поставим на место. Крышку закрутим. В общем-то, на этом все.
точно так же поступаем и со второй, с левой ногой. То есть времени у меня это заняло, наверное, минут 15 максимум. Готово. Нога у нас в сборе. Здесь под пружину у нас имеется вот такой вот паз. Соответственно, мы совмещаем пружину с ним, чтобы вот она у нас попала в этот паз. Так, сейчас надо саморез лучше достать. Все, теперь нам остается закрутить 3 винта. И на этом у нас профилактика одной ноги закончена. Также рекомендую открутить. Здесь у нас тоже оси, которые крутят щетки. Вот здесь, раз уж вы полезли, я рекомендую их тоже открутить. Вот эти накладки снять. Одной рукой не получается. Вот, потому что под ними, как и на оси колеса, тоже наматывается, вот это даже видно, очень много волос. Вот, поэтому их тоже надо снять, раз уж вы полезли. Вот. Вот, пожалуйста. Тоже куча волос. Тоже они намотаны на оси. Мы их тоже убираем и выкидываем. Все, ставим ножку на место и закручиваем. В общем-то, это вся профилактика, которую желательно делать этому пылесосу. Я надеюсь, он прослужит верой и правдой еще как минимум 2 раза по столько же. Все. Всем спасибо, что смотрели. Всем удачи в работе.